Приветствую, друзья! Сегодня я предлагаю рассмотреть новую модель беспроводных ТВС-наушников от компании OneMore под названием ColorBuds 2. Это очень компактное решение с поддержкой беспроводной зарядки, aptX Adaptive кодека, активного шумоподавления, водозащиты и, что наиболее интересно, системы настройки звука Sound ID. Об этом и будет наша беседа. Собственно, поехали! Упаковка ColorBuds 2, хотя внешне и сильно напоминает таковые от более дорогих моделей, но по факту заметно проще, хотя не суть. Главное, что на ней нам изобразили внешний вид устройства в масштабе 3:1, описали основные достоинства и нанесли полный список спецификаций с обратной стороны коробки. Из важного наше внимание акцентирует на Bluetooth версии 5.2, наличие активного шумоподавления, поддержки системы настройки звука Sound ID и кодека aptX Adaptive. Скромно, всего половина из того, о чем бы стоило написать. В комплект нам положили внушительный такой талмуд документации, карточку гарантийного талона и наклейку с мишкой, фирменный такой знак компании OneMore. Отдельно я еще нашел, друзья, вот такой вот короткий Type-C кабель и набор из 3 пар силиконовых амбушюр черного цвета. Насадки мне в принципе сели, по крайней мере заменив их на фирменные Adunu, никакого улучшения в качестве я не получил. Кейс по габаритам, буквально миниатюрен. По материалу это пластик, но сделано все по высшему классу, включая качество петли. Из функциональных элементов здесь многоцветный светодиод, зарядный Type-C порт сзади и небольшая такая кнопочка внутри. Ах да, нижняя часть корпуса полностью прорезинена и под ней скрывается катушка беспроводной зарядки. Сами чашечки прямо под стать корпусу, тоже микроскопические. С внутренней части у них 3 клеммы питания, компенсационное отверстие для 7-мм динамического драйвера, датчик для автопаузы и маленький такой звуковод с выступом для удержания амбушюр и защитной металлической сеточкой. Снизу же имеем только отверстие для разговорного микрофона, с качеством записи которого вы можете познакомиться прямо сейчас. Собственно, слушаем. Тестируем качество записи беспроводных ТВС-наушников OneMore ColorBuds 2. Вот, собственно, так они записывают, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. На внешнюю же часть нам вынесли логотип компании в центре довольно обширного сенсорного слоя. По управлению одно действие здесь строго закреплено на удержание, это включение активного шумоподавления, и 2, которые можно переназначить из приложения. По умолчанию двойной тап ставит музыку на паузу, а тройной вызывает голосового ассистента. Я же рекомендую на 3 поставить перемотку треков, или изменение громкости, так будет намного практичнее. За стабильность сигнала модель хочется исключительно хвалить, радует наличие водозащиты по стандарту IPX5, да и поддержка кодеков AAC, aptX, ATPX Adaptive тоже прекрасно. Все это без сомнения достоинство. Сюда еще можно приплюсовать до 8 часов работы на одном заряде и отсутствие шума усилителя в фоне. Однако по громкости наушники абсолютно обычные. Запас, конечно, имеется, но не более 3-4 делений. И сильно удивляет отсутствие режима звуковой прозрачности. У шумодава только 2 состояния. Он включен или выключен. Построить его тоже никак нельзя. По возможностям непосредственно системы шумоподавления устройство справляется где-то на 4 с плюсом. Действительно неплохо. Задержки стандартные, как для современных кодеков, то есть минимально возможные, однако выделенного игрового режима здесь, друзья, увы, нет. В уши модель мне села прекрасно. Немного, конечно, при установке их нужно поправлять, дабы поймать лучший уровень пассивной звукоизоляции. Но это дело привычки. Первый раз, конечно, придется покрутить, потом же сразу устанавливаешь хорошо. Вот так собственно, это и выглядит. Как и для всех продуктов OneMore, для ColorBuds 2 имеет смысл установить фирменное приложение. В нем отображается уровень заряда каждого из наушников и непосредственно кейса. Режим шумоподавления и характер действия на извлечение и установку наушников можно не только посмотреть, но и переназначить. Вроде как тут доступны и обновления прошивки, но таковой для моего экземпляра, друзья, не нашлось. Еще кому-то могут понадобиться звуки для засыпания, по мне так это игрушки. Интереснее же всего оказалась функция Sound ID, которая
при помощи АБ-сравнения позволяет подстроить звучание под ваши же собственные вкусы. После где-то 10 тестов мы получаем профиль, загружаемый в сами наушники. Изменения при этом очень существенные. Думаю, это просто вот такая эквализация, но кто его знает. Из минусов этого режима могу отметить щелчки и запоздалые реакции при том самом вот этом АБ-сравнении. Недодуманно как-то, ну или сервера не тянут, если все это происходит где-то в облаке. По измерениям у нас вполне стандартный импульс, все еще терпимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пиках, достигающие где-то 1%, что для Bluetooth считается очень даже неплохо. Фаза ведет себя вполне естественно, а затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 90 и 110 миллисекунд. АЧХ же имеет подъем низких частот на 8 дБ, легкое выделение области разборчивости, довольно массивную компенсационную яму и пик на 8,2 кГц для усиления детализации, ну и дабы вернуть в пространство немного воздуха. А вот так вот выглядит моя настройка при помощи Sound ID, но об этом вот чуть-чуть попозже. По подаче в режиме с отключенным Sound ID наушники не вызывают вообще никаких эмоций. Все нейтрально, сухо, чуть размыто и абсолютно невыразительно. Многочисленные сравнения с другими наушниками выдали откровенную простоту героев обзора. В плюсы только могу отнести хорошую массу средних частот, приподнятый бас и прибранные высокие частоты, чтобы они не сверлили и не резали. То есть обычное такое ненапрягающее звучание, но без изюминки или какого-то стилистического характера. Все играет, в принципе, нормально, но не более. При этом почти все конкуренты строят музыкальное полотно куда интереснее, мелодичнее и намного более утонченно. Здесь же все просто как автомат. Что сказать, без возможности Sound ID данная модель представляла бы из себя довольно сомнительное зрелище. Однако система настройки ставит все с ног на уши, и с ней уже звучание может быть совершенно любым. Я 2 раза все перенастраивал, и каждый раз мои ответы то и дело разнились, так что итоговый результат будет зависеть исключительно от вас. Единственное, увеличить количество деталей лично мне так и не удалось, зато выразительность и естественность без сомнения подросли. Думаю, производитель специально настроил такое серое звучание, чтобы мы получили больше возможностей улучшения, и результат в любом случае делал бы звучание интереснее исходного. Хитрый ход, но вполне логичный. Настраивайте так, как нравится вот именно вам, и не спорьте, какие наушники лучше. Я действительно оценил, хотя сколько настройки не крути, а One More Comfort Buds Pro все равно звучат лучше. И это если не говорить о флагманских One More TVS ANC. Там ничего крутить не нужно, все изначально просто потрясающе. Итогом беспроводные наушники One More Color Buds 2 без сомнения радуют своими скромными габаритами, 8 часами работы на одном заряде, отличным качеством сигнала, водозащитой, беспроводной зарядкой, поддержкой кодека aptX Adaptive. К их работе вообще никаких нареканий нет. Спорным только остается вопрос относительно изначально невзрачного звучания, требующего обязательной доработки посредством системы Sound ID. Достал и пользуйся вообще не вариант для Color Buds 2. Сперва их нужно настроить, и уже после этого модель выдаст более-менее интересный результат. При этом бас в любом случае будет приподнят, серединка смягченная, чуть размытая, а верха поджаты. Высокочастотные хвосты вроде бы как можно приподнять. Были такие тесты в настройке, но звучит это как-то немного странно. В общем, решение для тех, кто всегда и все любит подстраивать под собственные вкусы и предпочтения. Шумодав тут, кстати, нормальный, да и поиграть вполне можно, если кто по этой части. Собственно, вот такие вот они довольно интересные Color Buds 2. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.